Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш таро-прогноз на март 2024 года. Работать сегодня будем с очень интересной колодой, египетское таро. Колода темная, мистическая, но вместе с тем очень говорливая. Оценим, как она покажет, озвучит предстоящий событийный ряд, ну и в принципе, что она вам напророчит. Итак, Овны, что же вас ожидает в первый весенний месяц? Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, карты, надеюсь, вам видны. Надеюсь, вы настроились. Приступаем. Итак, основные энергии этого месяца. Здесь ложится аркан Дьявол. Дьявол, с одной стороны, как карта в плюс, если это карта активности, больших денег, хороших заработков, но в то же время карта созависимости. То есть для развития любых вопросов или ситуаций вы будете находиться в созависимых отношениях с другими людьми. У некоторых, конечно же, это аркан, который может указывать на взятие на себя новых обязательств, то есть стать заложником ситуации. А для кого-то, в прямом смысле слова, это может быть борьба со своими пороками. Но так ли это? Давайте прояснять, давайте смотреть, что здесь по факту. Какие энергии принесет вам этот период. И здесь у нас ложится восьмерка жезлов. Дьявол, восьмерка жезлов, арканы, которые призывают действовать быстро, незамедлительно, реагировать на ситуацию. Это, знаете, как вскочить в последний вагон. Почему? Потому что эти арканы показывают нам возможность и поймать какую-то удачную сделку, и ситуацию оказаться в нужное время в нужном месте, провести переговоры, или что-то спросить, узнать какую-то информацию, потому что дьявол, восьмерка жезлов, это по сути люди, которые вам могут быть чем-то обязаны, должны, могут по сути оказать ответную услугу или помочь вам в решении каких-то вопросов. Опять же, дьявол и восьмерка жезлов. Это ситуация, когда вы понимаете, что, допустим, какая-либо зависимость ваша прогрессирует, и нужно с ней бороться. То есть у кого-то чревоугодие, у кого-то зависимость от табака, у кого-то может быть эмоциональная зависимость или зависимость от алкоголя. У каждого это своя история, своя ситуация. То вот здесь дьявол и восьмерка жезлов, это, так сказать, понять, что есть такая проблема, и не упустить эту ситуацию. В остальном же дьявол с восьмеркой жезлов показывают на прилив сил, на увеличение вашего либидо, просыпается темперамент, весна поет. Это, знаете, как повышенная ваша сексуальная привлекательность, харизма, энергетика. Это те флюиды, которые вы, по сути, будете нести в массы и будете крайне притягательны для противоположного пола. То есть 100% не останетесь незамеченными. У некоторых из вас это, возможно, очень интересное знакомство, знаете, как страсть с первого взгляда, хоть в поездке, у кого-то может быть знакомство через интернет, но тем не менее это вот созависимые отношения. Смотрим, о чем говорит этот месяц относительно вопросов карьеры, работы и бизнеса. И у нас здесь ложится туз мечей, аркан, который указывает на карту идеи, прорыва. Туз мечей – это карта генерации каких-то ваших планов, целей, потому что здесь мысль пришла в голову. Теперь очень важно его воплотить в жизнь и реализовать. Плюс сама по себе ситуация, когда нужно прояснить какие-то вопросы и расставить точки над «и». Если на данный этап текущего времени, на момент просмотра, вы не работаете, работать не можете, то туз мечей и аркан, как мы видим, звезда, четко показывает, что есть понимание, как раскрыть или реализовать свои таланты, которые вас давно спали или в длительный период не решались их раскрыть, то теперь придет идея, как это осуществить, как это сделать. Но в основном туз мечей и звезда – это через, так сказать, интеллектуальную подачу в массы. То есть это заявить о себе на просторах интернета, может быть, на каких-то социальных площадках. То есть показывать результаты своего труда, своих талантов или то, что вы можете дать социуму, то есть чем поделиться, чем привлечь к себе свою аудиторию. Для тех же, кто у нас является соискателем, туз мечей и карта Солнца.
прекрасный период, потому что для вас это в первую очередь перспективы найти хорошую работу, причем работу, где вы будете цениться как высококлассный специалист и с очень хорошим уровнем дохода. Поэтому не упустите такую возможность. Для тех же, кто является у нас наемным сотрудником, опять же, туз мечей, десятка монет. Арканы, которые говорят о ситуации, что поднять вопрос о перспективах ваших в том либо ином коллективе, о возможности увеличения заработка, ну и, знаете, соответственно, какие-то прибавки, надбавки. Потому что открываю колоду, здесь ложится королева жезлов, вы собственной персоной. Аркан, который говорит о том, что вы не останетесь здесь незамеченными и, так сказать, будете просить то, что вам положено. А мы анализируем ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес. То здесь по шестерке жезлов, обратите внимание, карта победы, триумфа, прорыва, достижения новых целей, расширения. Да, могут быть на себя взяты новые обязательства. Кстати, по дьяволу это могут быть кредиты, суды, какие-либо рассрочки, то есть кредитование для вашего бизнеса или получение гранта, соответственно, от государства, то есть какая-то материальная поддержка, которая вам позволит достичь успеха. Но в данном случае по дьяволу это, знаете, как деньги, которые не являются вашими. Опять же, финансовая сторона вопроса. Король монет. Ну что здесь еще желать лучшего? Во-первых, приток денег. Деньги, которые идут легко. Опять же, по королю монет это финансовая помощь или поддержка от мужчины земной стихии. Телец, дева или козерог. За счет просто бескорыстного взаимодействия или помощи, если он является вашим партнером по бизнесу. Но в любом случае ресурсы будут, а это главное. Поскольку у нас это аркан, который символизирует также финансистов, банкиров, трейдеров, то это помощь и поддержка со стороны этих лиц, которые позволят увеличить ваш доход, ваш заработок. То, что касается вопросов состояния здоровья. Паш чаш. Паш чаш на самом деле хорошее эмоциональное самочувствие, физическое, ментальное, но не зря он здесь изображен с маской. Вот как бы вам донести? Вот у вас, у многих может быть в рамках этого месяца играть такую злую шутку с вами психосоматика. А именно, когда вы чувствуете себя расклеенными, в чем-то расхлябанными, то вот здесь эта карта вам четко показывает. Одевайте маску, как бы позиционируйте так, что у вас все хорошо. То есть вы должны в это верить. Хотите там аффирмации, молитвы, медитации. Паш чаш это даже в какой-то степени ситуация самовнушения, что у вас все прекрасно, что вы здоровы, что вы в чем-то неуязвимы. Вот одевать маску, даже если внутренне вы ощущаете, что это не так, вы знаете, как самовнушение, самогипноз на самом деле для вас будут очень значимы. Поэтому здесь быть сконцентрированными на позитиве, мыслить позитивно. Это не значит, что если там у вас что-то болит, а это забить и не обращаться к врачу, это абсолютно не так. Но основной посыл – это все-таки ваше эмоциональное здоровье, которое влияет на наше физическое тело. Смотрим с вами вопросы личной жизни. Здесь у нас ложится королева чаш. С одной стороны, это аркан, который для мужчин может указывать знакомство с женщиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. А для девушек и женщин аркан может звучать в разных ипостасях. Начиная от психолога или верной подруги, которая может помочь, поддержать, подсказать. От ситуации, где вы можете быть в любви, в полноте жизни. Опять же, быть в статусе любовницы. А может быть, кто-то будет обращаться к психологу и решать эти проблемы. Давайте будем раскрывать арканы, смотреть, что у вас здесь по факту. Для тех, кто на данном этапе просмотра у нас свободен. Здесь ложится четверка жезлов. Так вот, для мужчин это может быть знакомство с девушкой водной стихии. Причем, видите, одну колоду у вас тут жезлов. Это новое знакомство, новый человек с целью построения стабильного союза, стабильных взаимоотношений. Для девушек и для женщин. Но здесь у нас ложится восьмерка мечей, а здесь ложится девятка чаш. Ситуация заключается в следующем. То есть у вас может пройти знакомство, но человек будет здесь не свободен. Соответственно, может вам предлагать роль статуса любовницы. Нужно ли вам это, решаете вы сами. Для тех, кто у нас состоит уже в любовных треугольниках, по пажу мечей это растущее недоверие друг к другу. То есть здесь будут попытки прощупать друг друга на искренность, на правдивость чувств и эмоций, то есть насколько действительно человек вами дорожит или насколько вы для него значимы. Попытки вот, знаете, как промониторить этот момент. Ну а для тех, кто у нас в стабильных союзах, в стабильных связях,
Здесь ложится аркан сила. И в связке с королевой чаш это укрепление ваших отношений, это проявление чувственной стороны. Кому-то в этом вопросе действительно может помочь психолог или совместная семейная терапия. Но это, знаете, быть путеводной звездой друг для друга. Это раскрывать потенциал друг друга через заботу, через любовь, через поддержку, то есть через позитивные эмоции. То есть у стабильных пар здесь у нас все в порядке. И рекомендация от карт: ложится 4 чаш. Не зря я вам говорила здесь о вопросах ментального и эмоционального здоровья, потому что 4 чаш зачастую тот момент, когда вы себя эмоционально накручиваете или ощущаете душевный раздрай, ситуацию, когда что-то валится из рук или идет не так, как бы вам хотелось. Вот вопреки всему этому, основная задача быть сконцентрированными на позитиве, на том прекрасном, что есть в вашей жизни, заниматься вопросами самовнушения, дабы искоренить вот эту ситуацию. Смотрим с вами неожиданность периода. Что по факту? Что у вас здесь? Аист, гора, карта звезды и дно колоды клевер. Ну, во-первых, это планировать какую-либо поездку, путешествие, отпуск, может быть, отправку ценного груза за рубеж, потому что здесь строить какие-то долгосрочные планы, которые, как мы видим, идут вам в плюс, вас обязательно порадуют, воодушевят, принесут вам прекрасные перспективы, ну и в чем-то, может быть, даже исполнение вашей мечты. Ну и в целом эта триада указывает на завершение сложного периода, и в прямом смысле слова через тернии к звездам. Это достижение мечты после длительного периода или цепочки каких-либо неудач, когда что-то не клеилось, не получалось, но теперь, так сказать, удача вам улыбается. Что ж, мои хорошие, пусть так и будет, верю в это. От вас по прошествии периода буду ждать обратной связи, комментариев относительно того, как отыгрался расклад, как он прозвучал в вашей жизни. Закрываем вам все только прекрасными арканами, закроем вам небесными светилами, чтобы удача вам сопутствовала, вам улыбалась. И буду ждать от вас энергообмена. Благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.